Глава 851. Черный клинок. Услышав это, высший демон удивленно прищурился, потому что на лице Хань Ли не было ни следа ярости. Он несколько раз перевел взгляд на размытое изображение меча перед Хань Ли, пурпурную пламенную птицу и кровавый дьявольский меч, а затем снова мрачно уставился на Хань Ли. Хань Ли молча посмотрел на него, и грозовые крылья мгновенно раскрылись у него за спиной, как только магическая сила начала быстро циркулировать по всему его телу. В этот момент вдали раздался огромный взрыв, и они невольно обратили на него свое внимание. Они увидели сверкающий яркий свет. Несколько разноцветных световых шаров бились о черный световой барьер, мгновенно растворяя его, раскрыв кольцо, маленький меч и флаг заклинаний, дьявольских сокровища. Однако их дьявольский свет потускнел, словно получив тяжелые повреждения. Поскольку высший демон был полностью сосредоточен на Хань Ли, он совершенно забыл о группе старшего боевого брата Чена. Хотя эти три культиваторов были только на ранней стадии зарождающейся души, у них был большой боевой опыт, и они использовали свои секретные техники, чтобы преодолеть ограничения, сковывающие их сокровища. Но увидев странные движения высшего демона, произошедшие мгновение назад, они почувствовали, как их сердца задрожали. Вместо того, чтобы взять на себя инициативу приблизиться к Хань Ли, они просто направили свои сокровища, нападая на демона издалека, надеясь, что это отвлечет его внимание. Все трое четко понимали, что Хань Ли будет главной силой в сражении с демоном. Если Хань Ли проиграет, им конец. Хань Ли был в восторге от того, что трое смогли оказать помощь в это время. Было бы замечательно, если бы они выиграли ему достаточно времени, чтобы установить формацию золотых мечей. Подумав об этом, Хань Ли снова взглянул на высшего демона и увидел, что тот все еще смотрел на Хань Ли, пока сокровища неслись к нему. Глаза призрачной головы мелькнули, и он зловеще улыбнулся, а затем исчез, оставив позади себя серию остаточных изображений. Сердце Хань Ли дрогнул, и он быстро активировал свои глаза духовного прозрения. Внезапно он пришел в шок от увиденного. «Нехорошо. Будьте осторожны!» Закричал Хань Ли и немедленно приказал своим огромным марионеточным черепаховым выстрелить в направлении рядом с группой старшего боевого брата Чена. Все трое были в ужасе, горько выругались, когда поняли, что высший демон временно прекратил сражаться с Хань Ли и направился к ним. Увидев множество приемов, которые демонстрировал Хань Ли, в частности кровавый дьявольский меч, высший демон почувствовал, что не сможет победить Хань Ли за короткое время. Поскольку его преследование со стороны трех других культиваторов только усложнит ситуацию, он решил сменить курс и избавиться сначала от незначительных помех, прежде чем разобраться с главным противником. Несколько десятков лучей света вспыхнули вокруг трех культиваторов зарождающейся души, наполняя воздух холодной ледяной ци. Черный силуэт мелькнул в 30 метрах от трех культиваторов, а затем показался сам высший демон. Хотя культиваторы уже подготовились, они невольно растерялись при виде его ненормальной скоростью. К счастью, эти трое действовали с большим мастерством. Старший боевой брат Чен и другой старик взмахнули руками, вызывав огненно-красную лису и большой талисман. Даосист Небесный Кристалл сделал жест заклинания, и две дьявольские марионетки из барьера группы. Под защитой талисмана рыжая лисица бросилась в атаку вместе с ними. Талисман вылетел из барьера и несколько раз взорвался, образовав пламенное облако. Лисица прыгнула в облако и слилась с ним, мгновенно исчезнув из поля зрения. Похоже, это был редкий духовный зверь, владеющий техникой огненного передвижения. Когда высший демон увидел, что две марионетки с необыкновенной аурой набросились на него, он безо всякого выражения хлопнул в ладоши своими 4 руками. Пространство вокруг его рук взвыло, и на его ладонях появилось ослепительное черное сияние. 4 руки схватились за черное сияние, и каждая из них оторвала от него часть, образуя шары блестящего черного света, которые тут же превратились в 4 странных черных световых клинка. Хотя эти световые клинки были длиной всего около 2 футов, их кончики были толстыми и искривленными, как у кинжала. Но более странным было то, что лезвие клинка продолжало вибрировать и издавало непрекращающийся пронзительный визг, который, казалось, деформировал близлежащее пространство. В тот момент, когда черные лезвия обрели форму, человеческая голова демона побледнела, словно значительная часть сущности крови его тела была поглощена. На лице призрачной головы выражение стало зловещее, чем раньше. Клинки дрогнули, и в порыве ветра демона метнулся в злобную марионетку. Конечно, марионетка не чувствовала страха. Она выплюнула плотный поток тумана серой инской ци и рассеяла его перед собой, как волну. Затем она взмахнула руками и выпустила поток лазурного света, состоявшего из ледяных нитей, которые мгновенно исчезли в тумане. Вторая марионетка выплюнула инскую ци и выпустила алые световые вихри из рук, начав еще одну атаку на высшего демона.
В этот момент облако пылающего огня поднялось над головой высшего демона. Он был атакован с 3 сторон. Однако он просто взмахнул своими 4 руками, выпустив 4 вращающихся полумесяца с его клинков. Затем полумесяцы перекрыли друг друга, сформировав 2 креста, а затем взвизгнули в воздухе и метнулись в направлении марионеток. Пока высший демон был занят этими атаками, из пламенного облака высунулся метровый коготь и быстро схватил призрачную голову демона. Лазурные нити льда инской ци и алые вихри приблизились к телу высшего демона с другой стороны. Высший демон взмахнул своими 4 руками, и световые лучи стали нечеткими, объединившись в несколько световых волн, создавая огромный, увеличивающийся в размерах шар черного сияния. Когда атаки марионетки коснулись шара, он сразу же взорвались. В мгновение ока вспыхнул лазурный и красный свет, а затем совершенно рассеялся. В этот момент пламенный коготь пламени внезапно остановился и попытался сбежать, но было уже слишком поздно. Взрывная волна черного света пролетела мимо и смела за собой коготь. Из облака пламени послышался жалостный вой. На голове призрака появилось дикое выражение, а с его фиолетового языка капала кровь. Затем он прокричал и исчез из поля зрения, оказавшись в самом сердце пламенного облака. Пламенное облако взвелось, и в следующее мгновение в разные стороны посыпались конечности и плоть огненно-красной лисы. 3 культиватора оторопели, увидев, что огненную лисицу убило в одно мгновение. Его хозяин, незнакомый старик, выглядел расстроенным больше всех. Высший демон изменился в лице, а тело снова исчезло. Затем черное сияние засверкало в облаках тумана серой инской ци, а за ним прозвучало 2 последовательных взрыва. Даосист Небесный Кристалл изменился в лице при виде этого и побледнел. Недолго думая, он смахнул рукавом инскую ци. В ужасе он обнаружил, что 2 его марионетки разбились на куски, а высшего демона и след простыл. Однако в тот момент никто из 3 не мог позволить себе оплакивать их потерю. Вместо этого они начали судорожно осматриваться по сторонам, доставая дополнительные сокровища и готовясь к продолжению битвы. Они услышали серию пространственных передвижений поблизости, где внезапно появилась черная гора высотой в 100 метров, гора 1000 падений, принадлежащая Ханьле, которая рухнула в следующее мгновение. Увидев, что ситуация стала отчаянной, он призвал ее рядом с ними, чтобы временно оказать им помощь. Прежде чем гора упала, от ней появилось мерцание черного света, раскрывая ледяное выражение на лице высшего демона. Он поднял вверх свои 4 руки, и 4 световых клинка сгустились в шар, приняв форму 3-метрового черного клинка, лезвие которого грохотало раскатами грома. Держа клинок 2 руками, он взмахнул им у подножия горы, и из черного клинка выскочил тонкий черный световой полумесяц. Подножие горы вспыхнуло ослепительным светом, и вся гора вздрогнула. Гладкая и блестящая трещина появилась в центре и постепенно стала расползаться вверх, пока вся гора не раскололась на 2 части. 2 половины горы упали в разные стороны. Однако высший демон на этом не останавливался. Он посмотрел на многослойный барьер культиваторов с враждебным выражением на лице и поднял свой огромный черный клинок. Взмахнув им, он выпустил еще один тонкий черный полумесяц. 3 культиватора побледнели и в ужасе переглянулись между собой. Было ясно, что их барьер не сможет выдержать такую грозную атаку. Их тела тут же вспыхнули ярким светом, и они разлетелись в разные стороны, оставив барьер. Старший боевой брат Чен летел прямо к Ханле. Даосист Небесный Кристалл и другой старик летели к Вейвуе. Нехорошо. Учитывая ужасающую скорость высшего демона, Ханли знал, чем все закончится. Однако, поскольку в настоящий момент он был занят тем, что устанавливал формацию золотых мечей, он не смог лично спасти их. Пока он быстро устанавливал вокруг себя серию магических заклинаний, все, что он мог сделать, это приказать своим марионеточным черепахам выстрелить своими сосульками. Хотя они не могли ранить высшего демона, они определенно могли помешать на его пути и позволить 3 культиваторам сбежать. Глава 852. Сия хаос. Черный световой полумесяц разрезал многослойный барьер так, словно косил траву, в результате чего барьер рассыпался на пылинки. Видя, как 3 культиватора бежали из барьера, высший демон с насмешкой взглянул на них. Пока 1000 сосулек от марионеточных черепах Ханьли неслись на демона, высший демон махнул огромным лезвием, сформировал еще один сверкающий световой шар и расколол его, выпустив 2 3-метровых черных копья. Затем он метнул их, одно в незнакомого старика, другое — в старшего боевого брата Чена. Вскоре сосульки марионеточных черепах Ханьли достигли демона. Внезапно 2 черных копья с воем исчезли без следа, а тело самого демона рассеялось и появилось на расстоянии 70 метров, мгновенно покинув зону атаки сосулек.
В этот момент незнакомый старик услышал вой сзади и почувствовал, как его сердце замерзло. Недолго думая, он выбросил серебряный восьмиугольный медальон, который тут образовал вокруг него барьер серебряного света. После этого старик почувствовал себя немного безопаснее. Повернув голову, он увидел, что позади ничего нет. Незнакомый старик тупо уставился перед собой. До того, как он понял, что происходит, рядом с ним раздался вой. По вспышке черного света копье внезапно врезалось в барьер. Черное и серебряное сияние на мгновение переплелись, а черное копье изогнулось, пронзив барьер и вонзившись в живот старика. Барьер был разрушен. Старик умер, не успев даже издать предсмертный крик, наполнив воздух поблизости ошметками своего трупа. На месте старика появился серебряный шар. Это была его зарождающаяся душа. Казалось, она совершенно не верила в произошедшее. В этот момент черные световые нити, оставшиеся после взрыва, сгустились и мгновенно захватили зарождающуюся душу. Зарождающаяся дуга в ужасе сделала жест заклинания и, сверкнув серебряным светом, исчезла в мгновенном перемещении. Появившись снова, зарождающаяся душа врезалась в сеть, и сеть тут же плотно сжалась, поймав душу в шаре черного света. В тот же самый момент другое копье настигло старшего боевого брата Чена. Поскольку старший боевой брат Чен еще не восстановил свои силы после последнего сражения в горах Мечтательных облаков, он был еще менее способен справиться с этой атакой. Он только выругался про себя и подготовился к материализации своей зарождающейся души для побега. Но в этот момент за старшим боевым братом Ченом возникло пространственное колебание, за которым последовал алый трехметровый световой меч и преградил путь черному копью. Меч светился кроваво-красным светом, испуская зловещую ци. Алый свет меча пронзил черное копье, остановив его. В следующее мгновение алый и черный свет переплелись между собой, а затем исчезли в результате сильного взрыва. Старший боевой брат Чен с восторгом полетел к Ханьли, но, увидев смертельно бледный цвет лица Ханьли, он наигранно улыбнулся. Старший боевой брат Чен был благодарен Ханьли за спасение и метнулся к нему на максимальной скорости. К несчастью для даосиста Небесного Кристалла, его было некому спасти. Когда он увидел, что зарождающаяся душа незнакомого старика оказалась в ловушке неподалеку, он побледнел и увеличил свою скорость. Но в этот момент двуглавый высший демон появился перед ним. Даосист Небесный Кристалл почувствовал, как его сердце ушло в пятки, и тут же выплюнул маленький хрустальный меч. Сделав жест заклинания руками, он прекратил меч в заградительный огонь из белых мечей. Тело высшего демона странным образом изогнулось, как только к нему приблизились мечи, и он исчез из поля зрения. Сердце даосиста Небесного Кристалла дрогнуло, а его тело сверкнуло ярким светом в попытке сбежать. Но как только он начал двигаться, световой барьер, защищавший его, сильно дрогнул от приглушенных ударов. В этот момент он потерял контроль над магической силой в своем теле и внезапно остановился. Нехорошо. Лицо даосиста Небесного Кристалла исказилось от ужаса, когда его защитный барьер порвался. В следующее мгновение его живот пронзил угольно-черный коготь, вырвавший зарождающуюся душу из его дантяня, прежде чем она успела материализоваться. Высший демон вытащил руку из безжизненного трупа даосиста Небесного Кристалла, а затем сжег его дотла черным дьявольским пламенем. Зарождающаяся душа даосиста Небесного Кристалла была в ужасе от случившегося, но у нее появился шанс сбежать, пока высший демон ослабил хватку. Зарождающаяся душа обрадовалась и без какой-либо задней мысли засияла белым светом, собираясь мгновенно переместиться на 30 метров. Но прежде чем она успела совершить мгновенное перемещение, призрачная голова высшего демона ухмыльнулась и раскрыла свою пасть. Из пасти призрачной головы мгновенно вырвался пурпурный язык и пронзил тело зарождающейся души. Затем он втянул душу даосиста Небесного Кристалла себе в рот. Несколько раз прожевав ее, лицо призрачной головы призрака запульсировало черным светом с довольным выражением на лице. После этого он приманил находящуюся в ловушке зарождающуюся душу неподалеку к себе в пасть. Сожрав две зарождающиеся души, демон почувствовал, как сильно возросла сила его души. Затем он спокойно повернулся и посмотрел на Ханьли и старшего боевого брата Чена, щелкая языком. При виде того, как высший демон сожрал душу его хорошего друга, даосиста Небесного Кристалла, лицо старшего боевого брата Чена исказилось от страха. Он прекрасно понимал, что, если бы он полетел не в направлении Ханьли и Ханьли не помог ему, его ждала такая же судьба. Эти культиваторы зарождающейся души, которые были пиковыми существами мира смертным, были уничтожены в одно мгновение. Немыслимо то, что Ханьли так долго мог сражаться с демоном с небольшим ущербом для него, было проявлением его огромных способностей. Его решение связать Ханьли сектой с течением времени выглядело все более верным. Когда страдания наполнили мысли старшего боевого брата Чена, он невольно взглянул на Ханьли.
Лицо Хань Ли было мрачным, но он был совершенно спокоен. Он уже установил формацию золотых мечей, что укрепило боевую мощь и уверенность в себе. Взглянув на сражение главного высшего демона в километре от него, он видел, что оно все еще продолжалось. Он увидел, как черное демоническое пламя, километром в ширину, стало постепенно окружать зеленое облако Вейвуи, медленно ослабляя его. Ядовитое облако, изначально имевшее ширину 50 метров, теперь имело лишь треть своего размера и было на грани разрушения. Предок Линху и женщина в белом были в безопасности, пока находились в зеленом облаке, но они были вынуждены противостоять дьявольскому пламени, используя свои сокровища на полную силу. Хань Ли внутренне вздохнул. Он знал, что Вэйвуя и другие долго не продержатся. Однако он не мог позволить себе растрачивать свое внимание на них, поскольку был вынужден сосредоточиться только на своем сражении с двуглавым высшим демоном. Он должен был заманить его в свою формацию золотых мечей, чтобы убить его первым. В этот момент двуглавый высший демон начал спокойно лететь к нему. Хань Ли прищурился и безмолвно поднял руку, выпустив нефритовый талисман. Черная призрачная рука появилась во вспышке света и двинулась схватить приближающегося высшего демона. В этот момент Хань Ли взмахнул рукавом и вызвал несколько десятков лазурных летающих мечей. Со звоном они стали сгущаться в один огромный клинок лазурного света, который начал производить удивительное давление. Сделав жест заклинания, Хань Ли указал на высшего демона. Огромный меч исчез и внезапно появился над головой демона, тут же начав падать вниз. Высший демон усмехнулся и хлопнул в ладоши, вызывав огромный черный клинок, который столкнулся с надвигающимся лазурным мечом. Увидев лазурный меч, высший демон тут же понял, что это было одно из магических сокровищ Хань Ли и намеревался разрушить его, нанести вред душе Хань Ли. Затем демон презрительно поднял одну из своих рук и выстрелил в призрачный коготь потоком дьявольской ци, мгновенно связывав его, совершенно не давая ему двигаться. Призрачный коготь попытался разорвать дьявольскую ци на части, но это было бесполезно, дьявольская ци была похожа на личинок, и всякий раз, когда она распадалась, она становилась сильнее. В тот момент, когда черный клинок и лазурный меч соприкоснулись, раздался оглушительный взрыв. Черное и лазурное сияние столкнулись в ослепительной конфронтации. Черный клинок приглушенно застонал и дрожа начал деформироваться. Лазурный меч постепенно отодвигался назад, но все еще оставался в пиковом состоянии с малейшим уроном. Двуглавый высший демон поднял головы и взглянул на клинок. На обеих головах отобразился шок. Хотя Хань Ли не закаливал свои облачные бамбуковые мечи в течение значительного периода времени, и при этом он не вводил в них золотую эссенцию, он закаливал их усовершенствованным кристаллом, в результате их прочность далеко превосходила обычные магические сокровища. Несмотря на их немного слабую силу, в этом мире было мало вещей, которые могли бы их сломить. В результате, независимо от того, какую форму принимала дьявольская ци, чтобы сломать другие магические сокровища, она не могла сломать комбинированные облачные бамбуковые мечи. В этот момент лазурный меч неожиданно загрохотал, и по его лезвию пронеслось бесчисленное количество дуг золотой молнии. Когда они соприкоснулись с черным клинком, черный клинок мгновенно разрушился. Теперь, когда нечему было заблокировать огромный меч, покрытый молнией, он врезался в голову высшего демона. Глава 853. Поимка демона. Высший демон не ожидал, что огромный меч сделан из золотого молниеносного бамбука. В своей тревоге он поспешил скрыться. Сверкнув черным светом, он появился на расстоянии более 30 метров, и меч не попал в него. Демон остановился, но выражение его лица внезапно стало угрюмым. Он сложил 4 свои ладони и создал 2 шара черного света. По вспышке черного света 2 шара света превратились в 2 гудящих черных копья. Щелкнув клыками, демон выплюнул 2 облака сущности крови в черные копья. Они внезапно задрожали и стали кроваво-красными. После этого 2 головы демона стали выглядеть вялыми, словно израсходовали большое количество силы. В этот момент огромный лазурный меч вновь появился над призрачного головой демона и начал новую атаку. Высший демон поднял руки и выпустил оба кроваво-красных копья в направлении атакующего меча. В момент столкновения копий и мечей раздался оглушительный звон. Кровавое сияние и золотая молния мгновенно переплелись между собой, пока копья сдерживали дьявольскую божественную молнию. Вскоре огромный меч продолжительно зазвенел и, повернувшись несколько раз, отлетел на 10 метров. Свет меча яростно дрогнул, и он стал намного тусклее. Поскольку Хань Ли был связан со своим мечом, его лицо несколько раз изменилось в цвете, а затем вернулось в норму. Меч получил урон своей духовной природы, и его душа в результате тоже получила этот урон. К счастью, его душа была невероятно сильной,
и такого уровня повреждений было недостаточно, чтобы повлиять на нее. Однако Хань Ли не осмелился продолжать в том же духе и указал на огромный меч. Меч зазвенел, а затем рассыпался на несколько десятков лазурных полос, которые метнулись к его телу. Видя, что мечи стали лететь назад, дьявол резко крикнул: «Отступаешь? Эти мечи останутся со мной». Сказав это, он махнул алым копьем, и те во вспышке алого сияния превратились в две алые руки. Со свистом ветра они погнались за мечами. Поскольку он увидел, как Хань Ли безрассудно выпустил так много своих магических сокровищ из золотого молниеносного бамбука, он, естественно, не мог позволить Хань Ли легко убрать их. Он повернулся и, окружив себя огромным облаком дьявольской ци, выстрелил в них вслед за ним. Хань Ли при виде этого внутренне обрадовался, но снаружи оставался спокойным. Когда старший боевой брат Чен увидел это, он почувствовал себя неловко из-за того, что бездействовал. В результате он вызвал в руку маленький желтый меч, намереваясь оказать Хань Ли хоть какую-то поддержку. Прежде чем он выпустил свой летающий меч, он неожиданно услышал голосовую передачу от Хань Ли: «Старший боевой брат Чен, не нужно сейчас действовать. Подожди, пока демон окажется в ловушке». Старик был ошеломлен, услышав это, и немедленно прекратил свои действия, почувствовав огромное облегчение. В этот момент большие малиновые руки почти обогнали лазурные мечи, и с каждой секундой их движение становилось только быстрее. Видя все более пылкое стремление двух малиновых рук схватить мечи, Хань Ли спокойно сделал несколько жестов заклинаний. Мечи вдруг хаотично зазвенели и внезапно слился воедино в облаке ци, а затем метнулись в воздухе, увеличив скорость в несколько раз. В результате малиновые руки значительно отстали, а лазурные мечи прибыли к Хань Ли и начали вращаться в воздухе. Высший демон пришел в ярость при виде этого. Казалось, что Хань Ли специально играл с ним. Демон изменился в лице и приманил к себе две большие алые руки. Руки отлетели назад, и, сделав круг, влетели ему в руки в виде двух малиновых сабель. Затем изо рта демона раздался пронзительный свист, и более 30 метров дьявольской ци собралось вместе и внезапно устремилось к Хань Ли. Демон исчез из виду, скрывшись в тумане. Хань Ли нахмурился при виде стремительно приближающейся к нему дьявольской ци. Он взмахнул руками, покрытыми золотой молнией, и создал большую сеть из молнии, чтобы перехватить дьявольскую ци. Затем его глаза вспыхнули синим светом, и он огляделся по сторонам. Но сразу после этого на лице Хань Ли отобразился шок. Вокруг не было и следа высшего демона. Подняв голову к небу, он снова ничего не обнаружил. Хань Ли был ошеломлен, и он коснулся своего подбородка, подумав о чем-то. Затем он вдруг изменился в лице, схватил за руку старшего боевого брата Чена и мгновенно взлетел. В этот момент две полоски алого света вспыхнули там, где только что стоял Хань Ли, а высший демон появился на 10 метров ниже. На лице демона было удивление, поскольку он был полностью уверен в своей скрытой атаке. Хань Ли внутренне проклял демона за безжалостность. Высший демон действительно собирался напасть на них снизу. Если бы не быстрая реакция Хань Ли и не его глаза духовного прозрения, его бы разрубило напополам. Его собственная защитная броня, сделанная из трехцветных жуков, и его световой барьер не смогли бы выдержать такой злобный удар. Спина старшего боевого брата Чена была в холодном поту от страха. Высший демон стоял на месте, наблюдая, как Хань Ли несколько раз изменился в лице. Затем он зловеще улыбнулся, глядя на него, и его силуэт расплылся, пролетев вперед в черной полоске света. Хань Ли улыбнулся при виде этого. Черная полоса пролетела 10 метров, а затем перед ней засверкал золотой свет. Вокруг вдруг появилась незаметная золотая нить и стала сверкать золотым светом. С легким стуком два черных сабли появились перед черной полоской, внезапно блокируя появившуюся золотую нить. Внезапно раздался приглушенный звон, и черная полоска была отброшена назад на 3 метра. Показалась фигура высшего демона, на обоих лицах которого был шок. Золотая нить таинственно исчезла. Было ясно, что высший демон, наконец, оказался в ловушке формации золотых мечей. В этот момент Хань Ли сделал жест заклинания, раскрыв формацию золотых мечей. Вокруг демона засверкало бесчисленное количество золотых нитей, которые совершенно беззвучно приближались к центру. Высший демон изменился в лице, как только понял, что попал в ловушку Хань Ли. В ярости и тревоге он замахал саблями, запустив несколько перекрывающих друг друга полосок малинового света в сторону Хань Ли. Несколько десятков золотых нитей засверкали перед ним, разрезая малиновые полосы на пути на бесчисленное количество сегментов и рассеивая их в блике света. Высший демон был ошеломлен при виде этого. Он холодно фыркнул и собрал алые сабли. Затем в ослепительном мерцании света они слились в один огромный клинок. Схватив его всеми своими 4 руками, он начал размахивать им по воздуху с исключительно медленной скоростью.
Огромный клинок, сияющий ослепительным малиновым сиянием, высвободил трехметровый полумесяц, который издавал удушающее давление. Этот огромный клинок сверкнул в 30 метрах, а затем наткнулся на плотную сеть золотых нитей. Полоска света смогла преодолеть всего метр световых нитей, а затем рассеялась. Высший демон заметно встревожился при виде этого. Золотые нити появились во всех направлениях и стали приближаться к нему. Хотя ранее Хань Ли использовал формацию золотых мечей всего раз, сейчас он им пользовался намного умелее. Старший боевой брат Чен был рад видеть это. Он не знал, что Хань Ли обладал такими непостижимыми способностями. В центре формации высший демон стал использовать различные техники движения, пытаясь вырваться из формации. Однако все его попытки не смогли преодолеть золотые нити. Он даже разделил огромный клинок на 4 длинных и тонких, чтобы сформировать алый шар света в попытке защитить себя, бросившись вперед. В результате он был почти разрезан на куски резкими нитями золотого света. Даже при самой большой силе малинового света он мог лишь временно заблокировать золотые нити. Формация золотых мечей продолжала сужаться, и золотые нити приближались к старшему дьяволу. Когда они находились всего в 10 метрах от него, он поднял головы к небу и протяжно взвизгнул. Хань Ли неосознанно нахмурился. Размышляя о том, что тот намеревался сделать, он вдруг услышал похожий вопль от главного высшего демона, который вился в дьявольском огне в километре от него. Затем огромный силуэт вырвался из дьявольского огня и направился в сторону Хань Ли. Во вращающемся угольно-черном пламени появился похожий двуглавый четырехрукий демон, но его тело было выше 20 метров. Его скорость была невероятно быстрой, и, казалось, он скоро достигнет Хань Ли в считанные минуты. Выражение лица Хань Ли мгновенно изменилось. В этот момент он услышал, как старший военный брат Чен с облегчением крикнул: «Младший боевой брат Хань! Подкрепление прибыло!» Хань Ли был ошеломлен и тут же перевел взгляд вдаль. Он увидел 2 вспышки света над горизонтом, в их направлении двигались 2 группы культиваторов. При виде этого Хань Ли полностью погасил мысль о побеге. Когда один из высших демонов оказался в ловушке формации мечей, а другой приближался ему на подмогу, он принял немедленное решение и указал на пурпурную пламенную птицу, которая постоянно вращалась над его головой. Она расправил крылья и полетел к приближающемуся высшему демону. Затем он щелкнул другой рукой и вынул кровавый дьявольский меч. Другой рукой малиновый талисман появился в его ладони в мерцающем малиновом свете. На его поверхности сверкал алый водяной дракон. Это был талисман духовного подчинения, на создание которого он потратил много сил. Хотя он использовал талисман в битве на границе Небесного Южного региона, он использовал его только в течение короткого периода времени, использовав только треть его силы. Вынув талисман, он ударил им по телу. В мерцании алого света талисман исчез, а над телом Хань Ли внезапно появился огромный водяной дракон. Он был 30 метров в высоту, а его тело было ярко-алого цвета, которое выглядело точно так же, как и первоначальная форма ядовитого водяного дракона 8-го ранга. Появившись, водяной дракон издал крик, в результате которого даже небо вблизи исказилось. Этот звук очень удивил обоих высших демонов. Старший боевой брат Чен тоже был в полной растерянности. Глава 854. Тревожный сюрприз. Когда вопль водяного дракона затих, его изображение снова вспыхнуло в воздухе, а затем исчезло в спине Хань Ли. На спине Хань Ли вспыхнул алый свет, когда изображение алого дракона длиной в 3 дюйма начало перемещаться по его телу. Тело Хань Ли запульсировало алым светом, и повсюду стали появляться искрящиеся малиновые чешуйки размером с большой палец. С сильной болью на макушке головы Хань Ли вылез маленький алый рог, пальцы на руках изогнулись и стали заостренными и резкими. На первый взгляд, новая форма Хань Ли выглядела как у высшего демона, пойманного в ловушку формации меча. Однако лицо Хань Ли оставалось человеческим, а чешуйки были только на остальной части его тела. У высшего демона же чешуйки были на обеих его головах. Использование Хань Ли талисмана духовного подчинения также усилило его истинную сущность силой души водяного дракона и подняло уровень его культивации до границы между ранней и средней стадиями зарождающейся души. Его тело сияло лазурным и красным светом, он схватил дьявольский кровавый меч обеими руками и вылил в него всю свою магическую силу. Меч мощно задрожал и запульсировал алым светом, а затем увеличился до 3 метров в длину, наполняя воздух запахом гнилой крови. Красный рог на голове Хань Ли сиял ярко-красным светом благодаря тому, что сила души водяного дракона использовалась на всю мощь. Поскольку младший высший демон был пойман в ловушку, Хань Ли решил подготовиться к встрече с главным высшим демоном, чтобы помешать ему спасти своего соратника и слиться с ним, создав при этом еще более сильного противника.
Однако благодаря скорости главной высшего демона, он прибудет до того, как формация мечей приблизится к младшему демону и прикончит его. Хань Ли оставалось только лично убить младшего демона. Сделав это, он собирался бежать, поскольку никак не мог противостоять могуществу главного высшего демона. Хотя использование дьявольского кровавого меча может привести к ужасным последствиям, включая большой урон его истинной сущности, Хань Ли уже решил, что больше не будет участвовать в этой битве. Как только он убьет младшего демона, он собирался бежать, позволяя другим культиваторам сражаться с более сильным демоном. В противном случае он может получить непоправимый урон своему уровню культивации. Учитывая, что он убил бы одного из демонов сам, у других культиваторов не должно возникнуть никаких претензий. Однако кровавый дьявольский меч был ненасытным. В мгновение ока она уже поглотила большую часть магической силы Хань Ли. Алый свет меча непрерывно пульсировал, и теперь он достигал длины более 20 метров, а поглощение силы еще более увеличилось, что сильно шокировало Хань Ли. При виде этого младший высший демон пристально уставился на свет, исходящий от меча, и на его лице появились следы страха. Он не мог сохранять спокойствие, и его призрачная голова резко кричала: «Ты смерти своей ищешь. Чтобы использовать священный инструмент нашего священного царства, ты собираешься превратиться в демона». Хань Ли холодно улыбнулся и просто продолжал вливать духовную силу в меч, игнорируя его. Демон от этого разозлился еще больше. Зная, что Хань Ли намеревался покончить с ним, выражение его лица стало мрачным, а тело засветилось малиновым светом. Одной из его рук он отрубил другую. Рана была гладкой, как зеркало, и из нее не вытекло и капли крови. Отрубив руку, он схватил ее другой рукой и выплюнул на нее несколько глотков крови, пробормотав древнее заклинание. Отрубленная рука тут же засияла алым светом и несколько раз исказилась, приняв форму, напоминающую дьявольский кровавый меч. Меч был сделан из гладкой кости и был покрыт черным дьявольским ци. По взмаху руки вокруг него обвились нити дьявольской ци. Затем высший демон поставил перед собой меч и начал вливать в него всю дьявольскую ци всего тела, заставляя его вспыхивать черным светом. Хань Ли был несколько удивлен при виде этого, но намерение убить быстро затмило его разум. Хотя он не знал могущества этого странно сформированного меча, он не мог позволить себе недооценивать его. Он должен был нанести удар, прежде чем демон сможет использовать костяной меч на всю мощь. Придя к такому выводу, Хань Ли прекратил изливать магическую силу в кровавый дьявольский меч. Затем, держась руками за дрожащую рукоять, он яростно метнулся в направлении высшего демона внутри формации меча. Темно-красный свет меча длиной 30 метров сверкнул в направлении формации золотых мечей. Еще до того, как свет меча настиг высшего демона, вокруг него распространился запах крови. Воздух вокруг формации мечей задрожал, а пространство начало искажаться от неописуемой вибрации. Высший демон был в шоке, поскольку это было явным проявлением полной силы меча. Если он правильно помнил, то люди могли использовать инструменты из священного царства только в половину их силы. Неужели увеличение силы как-то связано с его трансформированным состоянием? Хотя демон много раз сражался с древними культиваторами, он никогда не сталкивался с чем-то более невероятным, чем талисман духовного подчинения. Но теперь, когда его жизнь была в опасности, у демона не было выбора, кроме как поднять частично заряженный костяной меч, чтобы встретить приближающийся удар. Черный луч, который был вдвое меньше нисходящего алого света, вылетел из костяного меча навстречу полоске алого сияния. Алый и черный свет скрестились между собой, а от их соприкосновения поднялись такие волны, что сотрясли воздух. Старшего боевого брата Чена отбросило на дюжину шагов, прежде чем смог вернуть равновесие. Хань Ли, благодаря поддержке своего возросшего уровня культивации, просто сделал полшага назад и вернул равновесие. Однако высший демон тоже не пострадал от взрывной волны. Он нервно посмотрел на противостояние мечей, происходящее над ним. В этот момент произошло то, что удивило и демона, и Хань Ли. После того, как волна обрушилась на них, на месте скрещенных мечей появился странный черный шар размером с кулак. Шар быстро изогнулся в форме, и в мгновение ока он удлинился до 15 метров в длину и метра в ширину, растянувшись над формацией меча. Прежде чем Хань Ли понял, что происходит, из темного объекта появилось большое пространство радужного света. Из-за молниеносного появления радужного света и его непосредственной близости младший высший демон и Хань Ли были охвачены радужным светом. Затем огромная сила стала притягивать их к черному предмету. Старшему боевому брату Чену, к счастью, удалось избежать этого, будучи отброшенным дюжиной шагов до этого. Нехорошо. Это пространственная щель. Хань Ли понял, что произошло, и ужас наполнил его разум, пока он пытался освободиться от радужного света. Но когда Хань Ли попытался использовать свою магическую силу, его лицо побледнело.
Вся магическая сила в его теле полностью исчезла. Хань Ли тут же покрылся холодным потом. Вскоре его охватила пространственная щель, и он в панике приманил облачные бамбуковые мечи в формации золотых мечей. Младший высший демон также был не в силах противостоять пространственной щели, ужас отразился на обоих его лицах. Пока радужный свет втягивал Хань Ли и высшего демона в пространственную щель, они совершенно не могли оказать сопротивление. Затем из формации послышался звон, и более 100 полос золотых мечей разлетелись в метровые золотисто-красные полосы в направлении пространственной щели. В тот же момент поблизости взорвался шар черного дьявольского пламени, который телепортировался в окрестности пространственной щели. Дьявольское пламя вспыхнуло и быстро погасло, обнажив фигуру, напоминающую божественного демона. Когда только что прибывший высший демон увидел, что его соратника втягивало в пространственную щель, он почувствовал ярость и тревогу. Зависнув в воздухе, он не осмеливался проникнуть в область пространственной щели, заметив облачные бамбуковые мечи, которые летели к Хань Ли. Огромная дьявольская рука появилась над летающими мечами и потянулась схватить их. Мечи яростно зазвенели и сразу же повернулись, избегая руки и выстрелив прямо в пространственную щель. Однако два меча были слишком медленными, в результате дьявольская рука обездвижила их. В этот момент пурпурный огненный шар взвизгнул в неизвестном месте и тотчас же ворвался в пространственную щель. Главный высший демон был ошеломлен и собирался сделать что-то еще, как вдруг пространственная щель размылась несколько раз и быстро уменьшилась в размере, а затем исчезла без следа. Поблизости остались только старший боевой брат Чен и главный высший демон. Высший демон посмотрел туда, где исчезла пространственная щель, и выражение на его лице дрогнуло. Затем он повернулся и враждебно взглянул на старшего боевого брата Чена. Старший боевой брат Чен был встревожен и торопливо использовал свой желтый летающий меч для защиты, пытаясь сбежаться и проклиная демона в своем сердце. В этот момент он неосознанно огляделся и пришел в восторг от того, что увидел. Кто-то из группы культиваторов в зеленой одежде проговорил с расстояния в 300 метров: «А, разве это не господин Даосист Чен? Что ты здесь делаешь? И что это за дьявольский монстр?» Старик в зеленой одежде с шоком взглянул на двухглавого шестирукого главного высшего демона. Этот старик был великим старейшиной секты контроля над призраками, Дун Мэн Ту, а позади него были 3 культиватора зарождающейся души, образованные из элементных призраков зарождающейся души. Верно. Я бы тоже хотел бы получить ответы. Тут же раздался мрачный голос, за которым последовала дюжина культиваторов в черных одеждах, учеников секты духовного призрака. Это был старейшина Чжун из секты духовного призрака. Эти 2 группы культиваторы увидели, что пространственная щель исчезла, и на их лицах отразился шок. Старший боевой брат Чен горько улыбнулся и, набравшись сил, сказал: «Слишком долго объяснять. Давайте сначала разберемся с этим монстром. Будьте предельно осторожны. Этот демон безмерно силен. Одна небрежность и вам конец». Дун Мэн Ту и старейшина Чжун озадаченно переглянулись между собой. Следующие за ними культиваторы немедленно окружили демона на расстоянии. Высший демон взглянул окружающих его людей своими 2 призрачными головами. Одно из лиц ухмыльнулось, испуская жажду крови. На другом лице появилась загадочная улыбка со следами насмешек. Не говоря ни слова, он поднял руки к небу и вызвал в свои руки 4 огромных черных клинка света. Огромные клинки слегка затрепетали, издавая оглушительные вопли. Старший боевой брат Чен при виде этой знакомой сцены изменился в лице. Глава 855. Серебряное пламя. В тот момент, когда пространственная щель захватила его, Хань Ли был ослеплен ярким радужным светом и был вынужден закрыть глаза. Кроме того, из-за внезапной потери магической силы он почувствовал слабость и легкое головокружение. Если бы не его трансформация в водяного дракона, он полагал, что и вовсе бы потерял сознание. Внезапно Хань Ли почувствовал, как духовная сила в его теле снова зашевелилась, а магическая сила вернулась. Он в восторге восстановил контроль над своим телом, окутав себя ярким сиянием, и поймал равновесие. В то время поблизости радужный свет сверкнул несколько раз, а затем исчез. Хань Ли огляделся по сторонам, обвел взглядом, и его тело мгновенно расплылось, пролетев за 30 метров. Он заметил высшего демона рядом с собой, что заставило его в страхе отлететь подальше. В тот момент Хань Ли уже был осведомлен о текущей ситуации. Пространственное измерение, в котором они находились, было шириной всего около 100 метров, а внутри было довольно светло. К большому разочарованию Хань Ли, там не было никого, кроме него и высшего демона. Перемещаясь, Хань Ли внезапно обнаружил, что духовная ци в воздухе была невероятно плотной.
Вокруг них было несколько духовных трав и растений, а также каменный павильон с незавершенным коридором. Стены пространственного измерения были из непроницаемого серого тумана. Пространство, в котором он находился, оказалось заброшенным садом духовных растений. Хотя Хань Ли был в шоке от своего открытия, но на данный момент он столкнулся с великим врагом, и его жизнь была в опасности. Излишне говорить, что сейчас было не время исследовать окрестности. Хань Ли в струящемся по его телу лазурном свете холодно смотрел на высшего демона. Он сжал руки в кулаки, и золотая молния начала мерцать по всему его телу. В то же самое время шар фиолетового пламени появился над ним и начал вращаться вокруг его головы. Шар высшего фиолетового пламени поспешно ворвался в пространственную щель сразу после того, как Хань Ли был схвачен, к его большому облегчению. Он почти наверняка окажется бесценен в предстоящей битве. На лице высшего демона появилось удивление, когда он осмотрелся по сторонам. Затем со странным выражением он хихикнул и сказал: «Не думал, что попаду в пространственный остаток духовного эфирного сада. На грани бедствия мне подвернулась огромная удача». Высший демон дико взвыл, а затем остановился и странно взглянул на Хань Ли. Хань Ли холодно фыркнул и взмахнул рукавом, выпустив несколько десятков летающих золотых мечей, как вдруг, к большому своему удивлению, он обнаружил, что ему не хватало двоих. Эти летающие мечи были связаны с его душой, а сейчас он не чувствовал их присутствия. Оказалось, что два меча не попали в пространственную щель вместе с ним. Хань Ли ничего не мог поделать, кроме как иронично рассмеялся. Все бы ничего, будь это какие-либо другие его магические сокровища, но его набор его облачных бамбуковых мечей он использовал для создания формации золотых мечей, и без этих двух он не мог ее использовать должным образом, поскольку это значительно уменьшало боевой потенциал формации. Он почувствовал беспомощность в своем сердце, а затем указал на мечи перед собой, оказывая поддержку в силе талисмана духовного подчинения и божественной дьявольской молнии. Высший демон при виде этого щелкнул языком со зловещим выражением на лице. Из его тела тут же вырвалась дьявольская ци, и в мгновение большая часть пространственного измерения была охвачен волнами дьявольской ци и наполнила его иньскими ветрами. Хань Ли глубоко вдохнул и вызвал всю оставшуюся божественную дьявольскую молнию. Его тело сияло золотым светом, высвободив более 100 дуг золотой молнии, которые сгущались вместе, образуя несколько водяных драконов толщиной с чашу. Молниеносные драконы закружились вокруг Хань Ли и взревели в небе, демонстрируя свою силу. «У тебя по-прежнему столько божественной дьявольской молнии?» Выпалил от удивления высший демон, но вскоре он холодно хихикнул и безмолвно поднял руки. Два порыва иньского ветра внезапно вылетели из его рук и слились с дьявольской ци в воздухе, образуя бесчисленное количество щупалец разных размеров. Хотя божественная дьявольская молния Хань Ли могла сдерживать дьявольскую ци, она не смогла бы подавить такое ее количество. И Хань Ли, и высший демон понимали это. Выражение лица Хань Ли вдруг стало мрачным. Но больше всего его беспокоило то, что его собственное кровавое теневое уклонение было бесполезным в этом пространственном измерении, поэтому у него не было выбора, кроме как сражаться. Высший демон резко закричал, и все его щупальца внезапно метнулись в направлении Хань Ли с мощным давлением. Хань Ли успокоился, и золотые молниеносные драконы, обвивающие его тело, взревели навстречу рою щупальцев. Шар фиолетового пламени все еще находился перед Хань Ли. Как только битва началась, пространственное измерение внезапно задрожало. Яркий белый свет внезапно вспыхнул с неба, изменившись до серебристого. Хань Ли и высший демон в шоке мгновенно остановили свои атаки. Облака в небе начали бурно увеличиваться в размерах, превращаясь в сверкающее серебряное пламя. Затем с ревущим грохотом огромный луч серебряного света вырвался из пламени в направлении высшего демона. В тот момент, когда огромный столб серебряного света накрыл высшего демона, он очистил все дьявольское ци, которого он коснулся. Хань Ли видел, как высший демон с ужасом на лице сгорел в серебряном пламени и превратился в пепел. Затем столб света снова вспыхнул, и бесчисленные серебряные огни заполнили пространственное измерение, уничтожив все дьявольское ци. От высшего демона ничего не осталось, кроме его магических сокровищ. Уничтожив все следы высшего демона, серебряное пламя быстро исчезло, и серый туман вернулся в нормальное состояние. Остался только Хань Ли с выражением полного недоумения на лице. Серебряное пламя. Это свирепое ограничительное заклинание не похоже на что-то из царства смертных. Невероятно, пока Хань Ли был в полной растерянности, он вдруг услышал голос монарха расщепления души. «Что ты имеешь в виду? Откуда взялось это серебряное пламя?» Хань Ли вырвался из оцепенения, и его лицо было наполнено восторгом. Этот грозный враг был убит без какого-либо риска для его жизни. Затем он взмахнул рукой и убрал все свои золотые молнии, пурпурное пламя и летающие мечи.
Монарх расщепления души немного помолчал, а затем вздохнул. Учитывая то, что оно с легкостью уничтожило высшего демона, оно явно не принадлежит к миру смертных. Эти серебряные языки пламени искали злую Ци и атаковали только высшего демона из священного царства, обходя культиваторов. Похоже, что окончательная победа древних культиваторов над высшими демонами не обошлась без вмешательства культиваторов из мира духов. Сердце Хань Ли замерло, когда он услышал это. Ты хочешь сказать, что мастера этого пространственного измерения были культиваторами из мира духов? Монарх расщепления души сказал своим голосом: так и есть. Должно быть, это останки одного из известных духовных эфирных садов из древности. Я слышал, что в давние времена чрезвычайно могущественные культиваторы с помощью нескольких древних сокровищ могли открывать небольшое пространственное измерение для выращивания духовных растений, используя духовную ци, которая намного превосходила таковую в царстве смертных. Эти сады специализировались на выращивании всевозможных редких духовных трав. Однако из-за несчастного случая все духовные эфирные сады исчезли без следа, а культиваторы из будущего уже не смогли их найти. Я не думал, что такой сад может быть в долине падения демонов. Однако, этот духовный эфирный сад почему-то все еще цел. Это должна быть только небольшая часть оригинала. Духовный эфирный сад. Я встречал раньше записи о нем, но думал, что это слухи из легенд. Не думал, что такие сады действительно существовали, пробормотал Хань Ли, взволнованно оглядываясь вокруг. Вскоре его взгляд упал на магические инструменты, которые оставил высший демон. Затем он указал на них, и они прилетели ему в руки в полосах света. После того, как он взглянул на них, он нахмурился со следом грусти. Эти сокровища были испорчены дьявольской ци и были полностью очищены серебряным пламенем. Их духовная природа была полностью разрушена. Даже если их закалить, большая часть их силы была теперь потеряна. Хань Ли покачал головой, но все же убрал их в сумку для хранения. Затем его тело сверкнуло алым светом, и он удалил талисман духовного подчинения. Талисман быстро вылетел из его тела в его руку. Хань Ли, осмотрев талисман, сказал: его можно будет использовать еще только раз. После этого Хань Ли опустился на землю, и его рукав дрогнул. Маленькая белоснежная лиса вылетела и засияла белым светом, превратившись в серебряную луну. Серебряная луна усмехнулась со словами: «Я думала, что мастер призовет меня для помощи в последней битве. Я не думал, что вы призовете меня сейчас. У тебя слишком низкий уровень культивации, чтобы ты могла мне быть полезной в этой битве. Однако, ты владеешь техникой движения. Помоги мне обыскать местность и посмотреть, есть ли какие-нибудь скрытые механизмы или ограничительные заклинания. Как прикажете». Серебряная луна кивнула в ответ, а затем ее тело исчезло в земле во вспышке серебряного света. Затем Хань Ли сел, скрестив ноги, на землю и закрыл глаза, медленно распространяя свое духовное чутье, чтобы исследовать каждый дюйм пространственного измерения и посмотреть, есть ли в нем какие-либо секреты. Выражение лица Хань Ли было абсолютно спокойным, но, не открывая, на его лицо появилось разочарование. Еще через мгновение его веки дрогнули, а выражение его лица стало странным, и он тут же открыл глаза. Он немедленно встал и взволнованно двинулся в угол пространственного измерения, где на странном растении росли десятки фиолетовых ягод.